Возможно ли, чтобы гнев мировой звезды открыл тайну, скрытую за светом софитов? Что же на самом деле происходит, когда Чунгук теряет контроль, а Тэхион сталкивается с серьезным испытанием, но решает поступить так, как никто не ожидал? Не останавливайся на полпути, эта история изменит твое представление о них. Прочитай до конца и напиши свое мнение в комментариях. Поставь лайк и подпишись, чтобы не пропустить продолжение, ведь то, что произойдет дальше, заставит весь мир кей-поп замолчать. Что могло заставить Чунгука потерять самообладание перед камерой? Тот, чего не видел ни один, даже самый преданный фанат. Почему именно Тэхион стал тем, кто должен был принять на себя удар его гнева, в тот момент, когда весь мир наблюдал за ними с любопытством, а миллионы глаз следили за каждым их движением? Эти вопросы вызвали огромную волну спекуляций после того, как в сеть утекло 17-секундное видео. Момент, который теперь называют переломным в отношениях двух самых знаковых фигур корейской индустрии развлечений. Инцидент начался не на сцене и не в репетиционном зале, как обычно, а за кулисами мероприятия, которое должно было стать праздником. В тот день воздух в студии казался странным. Свет был слишком ярким, съемочная команда двигалась молча, а среди всей суеты Чунгук стоял один, с выражением, которое трудно было описать. Смесь разочарования, усталости и усилий сдержать то, что не должно было попасть в кадр. Некоторые сотрудники описали атмосферу как натянутую, как струна скрипки, готовую лопнуть. Тем временем Тэхион, прибывший всего за 5 минут до начала события, выглядел расслабленным, улыбался всем, словно не подозревая о буре, которая вот-вот разразится перед ним. Когда их взгляды наконец встретились, пусть всего на мгновение, между ними ясно проскользнуло нечто невыразимое. Напряжение, которое не могла уловить ни одна камера. Это было вопросом профессионализма, проверкой дружбы, испытанной славой или чем-то более глубоким, тем, что знают только они двое. Тот вечер за кулисами мини-концерта, транслируемого на глобальной платформе, произошел небольшой спор. Но силу моменту придавали не слова, а тон и выражение лиц. Чунгук, всегда известный как дисциплинированный и преданный делу артист, словно потерял контроль. Он слегка ударил по столу, не сильно, но достаточно, чтобы все вокруг замолчали. «Почему ты всегда опаздываешь, Хьон?» – произнес он тихо, но остро, почти шепотом, который мог ранить. Камеры все еще работали, успели заснять эти секунды, прежде чем съемку поспешно остановили. Тэхион, обычно веселый и шутливый, не ответил. Он просто посмотрел в ответ. Взгляд тусклый, но губы изогнуты в легкой и непонятной улыбке. То ли сожаление, то ли вызов. После нескольких секунд тишины, тянувшейся как вечность, случилось неожиданное. Вместо извинения или защиты Тэхион сделал шаг вперед, подошел к Чунгуку, мягко похлопал его по плечу и тихо произнес, почти как вызов: «Если хочешь узнать, насколько я серьезен на этот раз, просто смотри». Эта фраза звучала как обещание или, возможно, как тихая угроза. Чунгук не ответил, он лишь долго смотрел на него, затем развернулся и вышел из комнаты. Никто не знал, что он чувствовал в тот момент: злость, разочарование или, может быть, удивление. Но с этого момента все изменилось. На следующий день мир будто перевернулся. Хэштеги «Джонгук Рейдж» и «Тэхион Челлендж» возглавили мировые тренды. Тысячи теорий заполнили интернет, от логичных до самых безумных. Одни утверждали, что это актерская подготовка к новому проекту, другие подозревали внутренний конфликт, а кто-то считал, что они тайно соревнуются в сольных промо. Но реальность оказалась куда сложнее. Через несколько часов после утечки видео Тэхион опубликовал в своем аккаунте черно-белое фото с лаконичной подписью: «Некоторые испытания не даются, их выбирают». Эта фраза сбила фанатов с толку. Это был сарказм, ответ Джунгуку или личное размышление о происходящем. Всего за несколько минут публикация собрала более 2 миллионов комментариев и 8 миллионов лайков. Тем временем вне интернета происходило нечто гораздо большее. Внутренний источник сообщил, что после инцидента Тэхион получил от менеджмента вызов доказать свою преданность через внезапное сольное выступление на международном событии. Без общей команды, без репетиций, без технической поддержки группы. Это не было наказанием, это было испытание. И, к удивлению всех, Тэхион не отказался, он ответил лишь одной фразой: «Если это путь, чтобы все исправить, я это сделаю». С этого дня началось нечто удивительное. Несмотря на плотный график, Тэхион тренировался один до поздней ночи. Камеры следили за тем, как он вновь и вновь репетировал, останавливался и начинал заново. Без тренера, без вокального наставника, только он и его отражение в зеркале. Иногда он говорил сам с собой, словно беседуя с кем-то, кого нет рядом. Возможно, так он справлялся с эмоциями, а возможно, в его мыслях был Чунгук. Потому что в то же время Чунгук, несмотря на свой гнев, тихо следил за каждым шагом Тэхиона. Через личного менеджера он запрашивал отчеты о его тренировках, никогда не комментировал, но читал каждое слово.
Между ними росло что-то новое, странная смесь гилты, уважения и любопытства. Чунгук понимал, что его вспышка могла ранить того, кем он восхищался, но также знал, что только под давлением человек раскрывает свою истинную сущность. И вот настал день выступления. Свет на сцене погас, зазвучала музыка, и Тэхён вышел в центр, в простом, но элегантном костюме. Без танцоров, без эффектов, только он и микрофон. С первых нот зал замер, его голос был глубоким, проникновенным, и каждая строчка звучала как признание. Фанаты уловили в одной фразе скрытый смысл: «Я не жалею, что злился на тебя». Посреди песни Тэхён сделал паузу, посмотрел прямо в камеру и тихо произнес: «Некоторые раны не нужно заживлять, их нужно помнить, чтобы знать, с кем мы боремся. С самими собой». Эти слова потрясли публику. По его щеке скатилась одна слеза, не от грусти, а словно от освобождения. В маленькой гримерке на другом конце города Чонгук наблюдал за трансляцией и едва заметно улыбнулся, улыбкой человека, который наконец понял, что значит испытание. После шоу, когда аплодисменты еще гремели, Тэхён шел по тускло освещенному коридору. Он посмотрел на телефон. Там было сообщение от Чонгука. Всего 3 слова. «Теперь я понимаю». Без эмодзи, без точек, но смысл был глубже, чем все их разговоры до этого. В ту ночь мир не знал, что 2 людей, которых когда-то соединила музыка, теперь испытала не гармония, а нечто большее. Эго, жертва и взаимное уважение, выросшее из разлитий. Но то, что сделал Тэхён дальше, изменило все. Через несколько дней после его загадочного поста атмосфера в хайп стала тревожной. Сотрудники, обычно быстрые и собранные, теперь избегали взглядов. После того, как фото 2 пустых стульев в репетиционном зале стало вирусным, воздух в здании словно потяжелел. Стены будто хранили тайну, которую больше нельзя скрывать. На 3-ю ночь после официального заявления HYBE на одном из крупнейших форумов Кореи появилось анонимное сообщение. Автор утверждал, что работал рядом с обоими артистами. И хотя имен не называл, детали ясно указывали на Чонгука и Тэхёна. В посте говорилось о системе, требующей постоянной продуктивности, о графиках, не учитывающих психическое состояние, и о том, как каждое чувство артиста становится активом, который нужно контролировать, а не проживать. Сообщение заканчивалось пугающей фразой: «Они устали не от провалов, они устали от того, что им не дают быть людьми». Всего за несколько часов пост разлетелся по всему миру. Хэштег #FreeTheArtists занял 1-е место в трендах X и TikTok. Перед зданием HYBE собрались сотни фанатов. Они стояли молча, держа плакаты с надписью «Мы просто хотим, чтобы они были счастливы». Никаких криков, никакой злости, только тишина, громче любого протеста. Один журналист описал сцену как церемонию прощания с чем-то, что не умерло, но потеряло душу. Внутри компании нарастало давление, руководители спорили до утра. Одни требовали пресс-конференцию, другие боялись усугубить кризис. Один из директоров, по слухам, швырнул документы и крикнул: «Они не боги, они люди. Сколько еще мы будем делать вид, что все в порядке?» Но, как всегда, самые громкие голоса не те, что слушают. Решение приняли холодно и корпоративно. Молчать, дождаться, пока буря утихнет, и продолжать, как прежде. Но на этот раз буря не прошла. Она выросла, поглотив не только репутацию компании, но и доверие публики. Международные СМИ начали писать о HYBE уже не как о символе успеха кей-поп, а как о темном зеркале индустрии, пожирающей собственных звезд. Журналистские расследования вскрыли изнурительные графики, финансовое давление со стороны инвесторов и приоритет прибыли над благополучием артистов. Тэхён хранил молчание. Ни объяснений, ни новых постов. Его видели лишь один раз, он выходил из своей студии в Ханам-Донне, скрыв лицо под маской и шляпой. Но даже в тишине его присутствие вызывало бурю эмоций. Каждый шаг анализировали, каждое движение трактовали. Готовил ли он что-то новое или просто сдался в игре, где невозможно победить? Чонгук тем временем отстранился от публики, отложив 2 крупных промо. В одном фанатском видео он стоит перед зданием студии, смотрит на огни Сеула и долго держит телефон в руке.
будто ждет сообщения, которое так и не приходит. Видео стало вирусным. Один комментарий гласил: «Он выглядит как человек, сдерживающий слезы». Пока оба молчали, заговорили те, кто был рядом. Один хореограф, который работал с Чонгуком, написал: «Кто-то с такой пастью не должен выглядеть таким потерянным. Иногда молчание — это не согласие, это капитуляция». Пост скоро удалили, но скриншоты уже разошлись по миру. Через несколько дней утекло внутреннее письмо HYBE с инструкциями о контроле медиа-нарратива и надзоре за контентом артистов. В нем выделялась одна холодная строчка: «Убедитесь, что ни одно личное высказывание артиста не может быть истолковано как жалоба». Общественность пришла в ярость не только из-за содержания, но и из-за бездушного тона, будто эмоции стали частью корпоративной формулы. Среди хаоса один давний сотрудник внезапно подал в отставку. В открытом письме, которое скоро утекло в сеть, он написал: «Я видел, как два молодых человека, когда-то полные света, теперь живут в тени системы, которую они сами помогли построить. Я больше не могу притворяться». Письмо завершалось пронзительной фразой: «Иногда сила — это не выдержка, иногда сила — это мужество». Эти слова стали новым лозунгом для фанатов по всему миру. Фраза «Dare to go» — «Осмелься идти вперед» появилась на футболках, плакатах и даже в песнях, созданных фанатами. Мир больше не просто наблюдал за Чонгуком и Тэхёном. Мир начал просыпаться, видя правду, скрытую за их светом.